Вітаю вас! Ви в саду у Світлани. У мене в саду під Києвом. У нас вітряно, холодно, і я вирішила, буду складати каталоги своїх рослин. Решила начать с роз. Систематизировала, выписала все даты, все характеристики по гибридизаторам и решила, покажу вам. Сегодня мы пойдем смотреть мои розы Тантау, те, которые растут в моем саду. Не все, конечно, которые он селекционировал и вывел. А совсем недавно мы смотрели с вами розы Барни. Помните? Кто не видел, посмотрите, красивые. Я кратко опишу свои розы Тантау и оставлю свои ремарки, пояснения, исходя из впечатлений о сорте. Посмотреть на картинки в интернете – это одно, а вживую в саду всегда лучше для составления своего уникального розария. Согласны? Если что-то понравится, вы еще успеете заказать на весну. Идемте. Вначале расскажу немного о питомнике Тантау. Он был создан давным-давно, в прошлом веке, в 1906 году, старшим представителем семьи Матиас Тантау. Он решил, буду-ка я заниматься разведением и выращиванием роз. Лучшее решение в жизни, наверное. Сейчас этот питомник один из лучших в мире. Саженцы роз выращиваются недалеко от Гамбурга, на северо-западе. В ассортименте питомника представлены как и крупноцветковые, так и чайно-гибридные, и плетистые, разные розы. Поставляют свои розы они по всему миру в разных вариантах, и эти сорта пользуются огромной популярностью, я вам скажу. Выращивают они на больших территориях, у них около 50 гектар открытого грунта и современные оснащенные теплицы. Как все сделанное в Германии, розы Тантау отличаются здоровьем и качеством. Красивая форма куста, густая зеленая листва, не нежная, а плотная такая. В основном все розы выдерживают дождь и ветер, то есть качественные такие, основательно подошли к разведению. Удивительный, узнаваемый по форме бокал и долгое цветение. Это фирменный почерк немецких оригинаторов Тантау. Ну, идемте посмотрим, какие розы же я выбрала в свой сад. Ну, я, конечно, не знала, что это именно Тантау, просто выбирала визуально. Это сейчас я уже более скрупулезно ко всему этому подошла. Первая роза – Августа Луиза. Августа Луиза растет у меня по саду в 3 кустах. 3 раза повторяется. Это самая, наверное, популярная известная роза. Если у вас ее нету, обязательно пригласите в свой сад. Смотрите, какие рюши, волнистый, большой цветок, из-за чего розы Тантау не боятся дождя, потому что у них очень плотные лепестки. Не горят на солнце, не плавятся, дождем не портятся. Сорта устойчивые. Вот такие мои Луизы. У некоторых могут быть оттенки больше персиковые, у меня с такой смолиновой. Почему? Я вам говорила, что у нас слабокислые грунты. И когда я высаживала розы на вот этот круг, я замену грунта делала, но не полностью. Кислотность почвы дает более яркий розовый окрас.
В 1999 году еще этот сорт был селекционирован и сейчас путешествует по всему миру, даря такую красоту. Плотный зеленый лист у нее. У меня есть обзор. Можете зайти в плейлист сорта роз и там поискать очень много роз, которых я уже делала обзоры. Ну а следующая роза Наранга. В 1998 году этот сорт был выведен. У меня вариант плетистой розы есть, чайно-гибридная. Заявлено по характеристикам, что у нее такого кирпичного оттенка цвет. Я бы сказала, что бордово-темно-оранжевый с терракотовым, а кирпичный оттенок появляется, когда уже роза полностью раскрылась. Когда в бутонах вот такая прямо чернота в середине. Ветви мягкие, можно гнуть на опору, но нарастает не сильно быстро. Во всяком случае, у меня она не быстро нарастает. Красив цветок, особенно, когда он в полураспуске. Мне так кажется, потому что когда цветок полностью распускается, он показывает серединку. Видите, веточки такие мягкие. Мы поставили тут опору, и в этом году уже плети побольше, и я смогла подвязывать эти плети к опоре. Ну а следующая роза, роза акварель, тоже в 1999 году. И это спорт розы Августа Луиза, то есть немного видоизменены, генетически, видимо, код изменен, окрас. Форма такая, как и у Августы Луизы, рюши, но сама роза как бы играет акварельными красками. Переливы и больше кремового с желтым. У Августы Луизы розовая, немножко с оранжеватым, с персиковым, а тут играют немного другие тона. Роза красивая, куст, мне кажется, немного больше, чем у Августы. Ветви плотные, цветы не одиночные, а в основном кистями такими. Это тоже чайная гибридная роза. Дождь не портит, ветер не ломает. Яркая, красивая роза акварель. Ну а следующая розочка – это шарап Артемис. В 2009 году Тантау представил миру такую красоту. Цветочки небольшие, чисто белого цвета, собранные в такие очень ладненькие, скажем так, розеточки. Цветов много, но кустик у меня небольшой, ему только 2 года. Вот это второй был сезон его. Округлый, ровненький, перерывы в цветении есть, но издали как пена такая. Видите, сколько много бутонов еще не раскрылось. И когда вот они все раскрываются, как облачко такое, белая пена. Дождь также не портит цветочки Артемиса. В общем, этим шарабом я довольна. Он у меня на фоне еще как раз пихты моей одноцветной и смотрится довольно удачно. В акцентном месте так посажен, на пересечении дорожек из желтого розария. Ну а следующая роза плетистая барок. Эта роза просто уникальная. Смотрите по окрасу какая. И капли дождя просто стекают с лепестков, а она продолжает свое цветение. Я заметила, что у Тантау, видимо, какая-то предрасположенность такие переливчатые розы создавать. Вы видите, что игра цвета на всех цветах, почти на всех сортах происходит. Вот роза барок, переливы персикового, розового, кремового. Распускаются розовые бутоны сразу. Роза красивая, как я сказала, плетистая.
но плети довольно такие крепкие. Не рамблер, конечно, кламбер, но со средней гибкими ветвями. Ну а следующая роза Ирина. Это роза чайно-гибридная, белая, но с кремовым таким сливочным центром. Видите, сама розетка довольно плоская. Вначале раскрывается как высокий бокал, а потом плоская по сравнению с другими белыми розами. У нее немного приплюснутая чаша. Очень-очень ароматная. Видео этого кустика у меня не так и много, но аромат от розы Ирина очень ощутим, когда проходишь. Листва тоже крепкая такая, яркая, с прожилками листики. Цветут и одиночными цветами, и по 3, по 5 цветочков. Цветет с перерывами у меня. Не постоянно, перерывы в цветении есть. Роза Ирина была представлена миру в 2016 году. Довольно новая, красивая и очень ароматная. В честь кого названа эта роза, не знаю, не нашла информации. Следующая роза Чип и Дейл. Съемок этого сорта у меня немного, но представление вы сложить общее можете. Кстати, недавно совсем читала в комментариях, не понравилась эта роза, и ее просто удалили из сада. Большой развалистый куст, некрасиво, так было написано. Не знаю, мои впечатления о сорте хорошие, красивая, яркая. У меня на одном из центральных мест посажена, как идешь, в глаза бросается. У нее как бы двуцветные цветы. А все почему? Потому что, когда она раскрывается, цвет оранжевый яркий, а когда по мере отцветания бледно-розовый. И издали создается впечатление игры разных цветов на одном кустике. Чип и Дейл. Листва плотная, зеленая. Да, у всех сортов тантау такая листва. А вот роза Аспирин. Я почему-то думала, она почвопокровная. А оказывается, это флорибунда. В 1997 году, довольно давно, этот сорт был представлен. Снимала также мало. Она у меня возле лаймлайта вот тут растет. Она красивее смотрится в полураспуске. Перламутрово-розовые бутоны. И весь куст усыпан. А когда раскрывается, вот так вот показывает немного свою середину. И когда в полном распуске, она не так эффектна. Куст очень большой, зимует у меня без укрытия. И уже 3 куста. Это говорит о том, что сорт понравился. Роза Вайлдберри. Эта роза просто фантастическая. Окрас лесных ягод, реверс темный, сверху более светлый розовый, очень красивый завиток у нее и аромат лесных ягод. Куст округлый, красивый. Смотрите, как красиво волны, рюши такие. У меня есть обзор, но там кустик молодой. 2 года назад обзор делала. В этом году, в новом сезоне, наверное, повторю вам. Посмотрим, как она наросла, разрослась. Смотрите, какой куст красивый, пышный, большой и аккуратный в то же время. И вот так, если вокруг ходишь, прямо весь в цветочках. Этот сорт прямо очень рекомендую. Роза Вайлдберри. В 2018 году этот сорт появился. Кристиан Эверс создал его. Тантау. Питомник Тантау. Красивый сорт. На углу у меня тут растет, как поворачиваешь. Из дома проходишь. На этот сорт вообще не жалуюсь. А следующая розочка – это прямо чудо. Еле нашла ее видео, помню, что снимала. В интернете ни одного толкового видео или обзора на нее нет. Она прямо как прячется. Вальцетраум.
Мне кажется, она красивее, когда в бутоне. Смотрите, темно-малиновые наружные лепестки, когда закрыт, кремовая серединка видна. А вот так она выглядит в полном распуске. Мне кажется, интереснее в полубутонах. Почему мало съемок? Потому что выгорела на жаре. Ну вот тут я попала, видимо, прохладный денек был. Я прямо ловила те дни, когда я смогу вам показать этот сорт. В 2003 году его Тантау представил. Ну а розу Гёте представлять не надо. Темно-фуксиевый цвет. Чайно-гибридная красавица. Смотрите, как красиво собраны лепестки у нее. В 2004 году она увидела мир. Заслуженная наградами и отзывами об этом сорте. Сам бокал при раскрытии не сильно высокий, но смотрите, как много лепестков и насколько они ладненько, я сказала бы, собраны. Это розе первый год. Выпустила стрелку, и на одной стрелке такое количество цветов, и сама она их держала. Роза очень красивая. Гёте рекомендую. Ну что, на сегодня с розами Тантау закончу. Еще у меня 10 сортов есть, но я покажу их, наверное, в следующий раз, в одном из следующих видео. Чтобы не утомлять вас впечатлениями, просмотрите еще по другим питомникам, сделайте свои какие-то выводы, нравятся вам они или не нравятся, составьте свои предпочтения. И встретимся совсем скоро, через несколько дней. Наверное, пойдем гулять по саду, покажу вам, как выглядит мой сад в декабре, последнем месяце этого сезона. А до весны осталось 10 понедельников. Уже скоро. До встречи!